Самое главное, предпринимателю сейчас необходимо защитить от самого, на самом деле, Вайлдберриса. Вайлдберрис снизит комиссию в 2 раза за быструю доставку товаров. Слушайте, это вообще офигенная новость на самом деле. Здорово, селлер. Меня зовут Айрат. Давай обсудим новости за прошедшую неделю и узнаем, что же интересного произошло за последние 7 дней в мире маркетплейсов. Поехали. Вайлдберрис снизит комиссию в 2 раза за быструю доставку товаров. То есть онлайн-площадка поощрит предпринимателей за рост скорости отгрузок товаров в распределительные центры. На самом деле это очень крутая новость, потому что это позволит людям, которые именно могут продавать только через ФБС, улучшиться в ранжировании и двигаться намного быстрее и лучше. И это на самом деле очень круто, потому что это движение в сторону Европы. Европа очень хорошо развитая ФБС. И есть даже такие варианты, когда люди получают товар уже через 4 часа после того, как они его отгрузили, то есть, точнее, заказали, да, то есть клиент уже через 4 часа может получить свой товар, потому что там очень круто настроена логистика. И это, если действительно это произойдет внутри маркетплейсов, мы сможем добиться того, что, во-первых, это хорошо разгрузит склады Вайлдберриса, во-вторых, это будет хорошо давать возможность людям, которые торгуют через ФБС, ранжироваться в листе маркетплейса и, соответственно, хорошо продвигать свои позиции вверх. Вайлдберрис зафиксировал рост случаев мошенничества в интернет-пространстве. Онлайн-площадка вводит дополнительные меры защиты покупателей и предпринимателей от киберпреступлений. На самом деле здесь ситуация такая, что самое главное, предпринимателю сейчас необходимо защитить от самого, на самом деле, Вайлдберриса, потому что постоянный рост комиссии, постоянно растущие штрафы за все, увеличение стоимости логистики, это на самом деле приводит к ухудшению ситуации в принципе на рынке, да, и того, что происходит вообще в принципе с предпринимателями, которые занимаются поставками товаров на маркетплейсе. Россияне стали покупать лекарства через интернет на 54% чаще. Аналитики выяснили, как изменились предпочтения россиян в этой товарной категории с начала года. На самом деле новость очень положительная, в принципе, и это лишь свидетельствует о том, что все больше и больше людей предпочитают покупать товары, включая даже лекарства, да, даже такие серьезные вещи, как вещи для поддержания здоровья через интернет, а следовательно e-com будет все больше и больше увеличиваться, и потихоньку все продажи так или иначе в большей степени будут перетекать в e-com, в интернет. Потому это хорошая новость для продавцов, говорящая лишь о том, что тенденция правильная, что это направление необходимо развивать, и все будет классно. Самозанятые смогут продавать и продвигать свои товары на Яндекс.Маркете. У самозанятых появилась возможность торговать на Яндекс.Маркете, так же как магазины-партнеры сервиса. И сразу вторая же новость – это конвертер контента упростит продавцам работу на Яндекс.Маркете. На самом деле Яндекс.Маркет, конечно, это крутая площадка, и это очень хорошее нововведение, которое позволяет действительно самозанятым еще лучше продвигаться, но пока что площадка, конечно, ведет себя не очень хорошо в плане продаж. Там все очень круто по поводу техники, по поводу электроники, но в остальных позициях пока это достаточно слабый маркетплейс. Все это связано с тем, что у них нет своих ПВЗ, и в принципе ту схему, по которой они это делают, она немножко, скажем так, не очень релевантная в данный момент. Все-таки я считаю, что в этом направлении необходимо будет лучше развиваться так, чтобы у Яндекс.Маркет появлялись свои ПВЗ и двигалось в этом направлении. Также одна из проблем заключается в том, что все-таки в Яндекс.Маркете не у всех продавцов, например, ты можешь купить товары по карте или как-то иначе, и это на самом деле осложняет задачу. Так что я думаю, у Яндекс.Маркета есть хорошие перспективы на будущее, но в то же время пока, конечно, у них еще много чего необходимо развивать в своем направлении. Озон с 1 октября введет скидки при оплате Озон-карты для всех товаров. Озон с 1 октября вводит ряд изменений, касающихся работы продавцов на маркетплейсе. Дисконт при оплате Озон-карты будут получать товары любых продавцов, вне зависимости от участия в премиум-программе. Размещение на складах будет бесплатным для товаров, которые участвуют в больших распродажах, а коэффициент за перевозку товара между регионами отменится. Слушайте, это вообще офигенная новость на самом деле. И я считаю, что это, как всегда, очень положительный сигнал со стороны Озона для продавцов. И Озон в этом смысле очень хорошо развивается. И я считаю, что он абсолютно правильное действие делает. Так как если мы сравним, например, ситуацию с Вайлдберрисом, да, который, в принципе, даже скидку постоянных клиентов сейчас предполагает накладывать, то есть если до этого она брала это на себя, то сейчас Вайлдберрис хочет наложить это на продавцов, тем самым еще больше усугубив ситуацию.
в плане того, что и без того высокие комиссии и постоянно растущая логистика будет, может отразиться негативно в этом направлении. Озон, вы красавчики, держите в том же духе. Уверен, вы сможете отлично конкурировать с Валберсом, догоняя их по всем характеристикам. Молодцы. Валберс открыл 7 новых логистических центров в России, Беларуси и Казахстане. В высокий сезон онлайн-площадка усиливает логистическое направление, открывая новые сортировочные центры. Новые объекты Валберс заработали в России в Сургуте, Абакане, Мурманске, Чите и Краснодарском крае. В зарубежных странах сортировочные центры появились в Гомеле, Беларуси и Хоргасе, Алматинской области в Казахстане. Слушайте, это тоже прекрасная новость, с учетом того, что сейчас происходит. Вы прекрасно знаете, что происходит сейчас на складах Валберса, и я надеюсь, что это дополнительно разгрузит все-таки существующие склады, еще быстрее оптимизирует их работу, и, соответственно, клиенты начнут в этих регионах получать товары еще быстрее. Потому классная новость, будем за этим следить. Валберс молодцы, в этом направлении мы очень рады, что вы открываете новые склады. И последняя новость на сегодня – это маркетплейсы принесли малому и среднему бизнесу треть выручки. В 2021 году малому и среднему бизнесу маркетплейсы принесли 29% выручки. Что я могу сказать? Круто, то есть мы еще один раз подтверждаем то, что предприниматели двигаются в направлении маркетплейсов, эта тема развивается, и уже треть всей выручки, представьте, которые зарабатывают на данный момент малый и средний бизнес в России, приходится на долю маркетплейсов. Это хорошая новость, позитивная, это обозначает, что мы все движемся в правильном направлении. И на этом сегодня все, друзья. Новости все закончились. Ставьте лайки, подписывайтесь. Надеюсь, вам понравилось. До следующей встречи.